Идите лбу. Угадай животное по его тени. Догадаешься, чья же это тень? Да, это котик вышел на ночную охоту за мышкой. Сейчас в мире больше 500 миллионов домашних кошек. Самая кошачья страна – это Австралия. У кошек тоже бывает аллергия на людей, а точнее на то, что с ними связано. Например, причиной аллергических реакций у питомцев могут стать сигаретный дым, запахи парфюмерии и даже человеческая перхоть. У кошек часто бывает непереносимость лактозы, то есть молока. Они не чувствуют сладкого вкуса и спят около 70% своей жизни. Во многих частях Европы и Северной Америки черная кошка считается плохим знаком, а в Великобритании и Австралии обозначает удачу. А здесь кто тут у нас? Правильно, это курочка, которая делится с нами яйцами. К сожалению, ум кур недооценивают, наверное, проводя параллели с размером черепной коробки, думая, что чем меньше масса мозга, тем глупее существо. А куры очень умные птицы. Они способны запоминать лица более 100, определять хозяина, ориентироваться во времени суток, запоминать время приема пищи, узнавать свой дом и своих товарищей. Если забрать курицу из курятника на пару дней, а потом вернуть обратно, то соплеменники будут ее помнить. Доказано, что у кур есть чувства и способность их демонстрировать. Они могут грустить вдали от дома, проявлять симпатию или наоборот, недолюбливать кого-то и, что самое удивительное, способны сопереживать. А это кто такой пушистый? Да, это барашек, который снабжает нас своей шерстью. У овец прямоугольные зрачки, отличный слух и память. Они видят даже то, что происходит позади них, не поворачивая головы. При этом у них куча фобий. Они боятся одиночества, узких пространств, теней, воды, а любая смена обстановки для них стресс. Ой, а это кто? Конечно, это свинка. На самом деле свинья умнее и легче поддается дрессировке, чем любая порода собак. Эти животные могут выучить свои имена всего за 2 недели и даже способны реагировать на них. Несмотря на распространенное заблуждение, свиньи очень чистоплотные животные. В жаркую погоду свиньи валяются в воде или грязи, чтобы охладиться, так как они не способны выделять достаточное количество пота для охлаждения. Также таким способом они защищаются от блох и солнечных лучей. А кто тут у нас? Да, это гусь. Гуси – отличные пловцы и даже учат своих маленьких гусят плавать с самого раннего возраста. Они любят проводить время на озерах и реках, где они плавают, ищут еду и просто отдыхают. Малыши-гусята уже на 2-й день после рождения плавают вместе с мамой в пруду и щиплют травку. Чтобы отпугнуть врагов, гуси шипят. А если нарушитель не уходит, могут погнаться за ним и ущипнуть. Как домашние, так и дикие гуси обустраивают свое жилище с помощью собственных перьев. Перья гуси выщипывают с живота и боковой стороны, после чего утепляют свое место обитания. Домашние птицы летать не умеют. Связано это с частыми линьками и избыточным весом из-за обильного корма. Догадаешься, чья это тень? Да, это мышка. Мыши плохо видят,
зато обладают удивительно чутким слухом, осязанием и обонянием. Ночью они видят намного лучше, чем днем. Зубы у мышей никогда не перестают расти. Следовательно, мыши должны постоянно грызть подходящие предметы, чтобы стачивать зубы до нужной длины. Среди этих предметов излюбленными являются картонные коробки, мебель, электропроводка. Мыши – фантастические альпинисты. Они могут покорять любые шероховатые поверхности высотой до 2 метров. Но они являются разносчиками опасных болезней. Если в квартире завелись мыши, они могут запросто стать причиной серьезных проблем со здоровьем для вашей семьи. А это что за животное? Ты умничка, это лошадь. Лошади – удивительное животное. Они обладают развитым интеллектом и огромной силой. Они запоминают людей на долгие годы. Даже после длительной разлуки лошадь может узнать человека, с которым когда-то установила связь. Лошади способны различать эмоции. Они хорошо читают мимику и интонацию голоса человека. Если хозяин раздражен или счастлив, животное это заметит и отреагирует. Лошади – быстрое животное. Скорость некоторых лошадей превышает 70 км в час. Лошади умеют дружить. Они устанавливают тесные связи с сородичами и даже могут скучать, если разлучены с другом. Ой, а этого любимца человека ты точно знаешь. Да, это собачка. Многие хозяева считают, что питомцы их понимают. И это на самом деле так. Среднестатистическая собака может распознавать больше 150 слов. Считается, что интеллект собаки соответствует возрасту ребенка 2-2,5 года. Но в некоторых ситуациях питомцы могут соображать лучше малышей. Собаки способны запоминать запахи на протяжении нескольких лет, что объясняет их способность узнавать людей спустя долгое время. Собаки способны ощущать время и предугадывать, когда хозяин вернется домой. Подобно тому, как нет 2 одинаковых отпечатков пальцев у людей, нет 2 одинаковых отпечатков носа у собак. Что это за рогатая красавица? Правильно, это корова. Коровы не обделены интеллектом. Выяснилось, что коровы прекрасно распознают лица людей, с которыми живут рядом. А если первая корова со всего стада споткнется о выступ, то остальные культурно его обойдут. Обоняние у коров развито слабее, чем у других животных. Тем не менее, прежде чем начать есть траву на пастбище, корова тщательно обнюхивает землю. Если на участке были недавно раскиданы удобрения, она отказывается пастись. У коров необычайно развито чувство времени, и соблюдение распорядка дня играет большое значение в их жизни. Корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься. В Индии до сих пор корова считается священным животным. Кто же это? Да, это осел. Средний срок жизни этих копытных составляет 50 лет. Дикий осел является малоизученным животным. Он живет в пустынях и полупустынях с семейными табунами, подобно зебрам. Вожаком семейной группы является старый осел. Ослы такие же умные, как и лошади. В древности осел пользовался большим уважением. Тогда лошади еще не были одомашнены, а ослы выполняли всю их работу. Возили разные грузы и вспахивали поля. На самом деле ослы не то чтобы упрямы, просто у них чрезвычайно хорошо развит инстинкт самосохранения, и заставить их делать то, что они не хотят, почти невозможно. Не
забудь подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные факты о прекрасном животном мире.